Кто хочет проявиться к тебе, но боится? Может быть, это прежняя женщина, которая сделала тебе больно. Может быть, это старый друг, с которым ты поругался. А может быть, это еще кто-то, о ком ты даже не подозреваешь. Давайте разбираться, мои любимые мальчишки. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Не забывайте для энергообмена ставить лайк, подписываться на мой канал, делиться видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Ну, знаете, я бы сказала, что многие из вас уже, наверное, стали такими настолько осторожными по жизни, что раньше, если бы вам сказали, что вы будете вот таким, какой вы сейчас, вот именно в плане осторожности, какой-то недоверчивости к людям, особенно к женщинам, которых уже вы научились считывать просто на раз-два, вы уже знаете, вас женщины, наверное, научили вот быть уже тем самым магом, развили вашу интуицию до такой степени, что вы их считываете с полуслова, с полувзгляда. Для вас не составит абсолютно труда понять, да, вот даже при первом разговоре, женщина корыстная или нет. Вы прекрасно видите, вы даже чувствуете, может быть, у кого-то на энергетическом каком-то, либо же на телесном уровне, вы чувствуете, какая это женщина. Искренняя она, либо же она фальшивая, да, потому что она может мило улыбаться, а сама готовить какой-то коварный план. Поэтому вы очень осторожничаете, вы всегда стараетесь по жизни подключать свою интуицию. Вы не спешите, вы не суетитесь. Даже если вы кто-то знакомится с женщинами, вы не торопите события абсолютно. Если раньше, может быть, вы могли как-то быстро, там розовые очки, да, погнали завоевывать, как-то вот охотник такой просыпался, то сейчас, после того, как вы получали и нож в спину, после того, как вас женщины, которых вы боготворили, которых вы любили и не знали, в общем, как кричать на весь мир о своей любви, да, а они вас подло предавали, то теперь вы очень осторожничаете. Я не говорю, что вы поставили крест на своей личной жизни, абсолютно нет. Вы еще, в общем-то, ого-го. Но единственное, что вы очень сильно включаете уже логику, вы как-то рационально подходите к выбору партнерши, вы не гоните коней, да, вы обдумываете. Вот мне кажется, что вы обдумываете каждый шаг, каждое слово женщины, каждый поступок. Поначалу это однозначно, я не говорю, что это постоянно, но вот это при первых же там свиданиях, может быть, да, очень сильно все анализируете. Вы вообще такой человек, который особо неторопливый. Когда-то вы были более такой активный, сейчас уже, знаете, какая-то, ну, такая добрая лень, что ли, разливается. Хочется, может быть, лишний раз на диванчике полежать. Хочется что-то такое для себя сделать. Кому-то банально, кстати, может быть, уже лень просто завоевывать женщин. Хотя вот у вас есть даже тайная поклонница, и вы можете даже знать, потому что она неким образом проявляет к вам знаки внимания. Но вы можете либо чувствовать, либо догадываться по ее взглядам, по ее флирту, по каким-то ее таким женским уловкам, да, но вы прекрасно это все просекаете, но тем не менее вы даже здесь не хотите особо суетиться. Напишите, ребят, в комментариях, у кого это проигрывается, да, вот как вы чувствуете, вот готовы вы завоевывать женщин или нет, или же такой кот в рыбной лавке, я полежу, я расслаблюсь, мне так классно и одному, да. Давайте-ка посмотрим, что еще. Ну, вы чувственный, вы такой чувственный, боже. Ребят, ну снова, вот кто меня регулярно смотрит, вы знаете, мне уже иногда страшно становится. Пожалуйста, у кого есть такие подозрения по поводу какого-то магического воздействия, пожалуйста, не ко мне, так к другим каким-то мастерам обратитесь. Но здесь 100%, ребят, есть либо же на одиночество сделано, да, либо другие какие-то виды магии. Но обратите на это внимание, потому что, ну, идет связка у многих с женщинами. Вот если вы долго не можете устроить личную жизнь, ну, здесь у очень многих может проиграться что-то не так.
Вот именно в магическом плане. Обратите внимание, кто хочет ко мне обратиться, добро пожаловать. Многим я уже помогла. В принципе, это дело добровольное, никого не заставляю. Ну и в то же время добро пожаловать. Смотрите, вы проходите сейчас вообще такую трансформацию, да, это такой период переосмысления, период, когда ваша жизнь может кардинально меняться. Вы можете внутренне меняться, внешне меняться. Может быть, кто-то банально начал с прически, там, да, с гардероба, еще чего-то. Вы сейчас, может быть, стоите на каком-то распутье, да, кто-то, остаться, уйти, уволиться, либо же остаться на этой работе, остаться с женщиной, либо развестись. Ну, то есть здесь очень серьезные, такие могут быть кризисные моменты. Кто-то из вас может проживать кризисы в отношениях, поскольку это общий расклад. Кто-то может переживать кризисы по работе, кризисы по здоровью. Ну, то есть сейчас может проиграться у вас, ну, не самый лучший такой период в жизни, когда придется принимать много важных решений, делать выбор. Опять же, прислушиваясь к своей интуиции, потому что вы человек, который, ну, действительно очень часто обращает внимание, прислушивается, вернее, к своей интуиции. И вы очень правильно это делаете. Касательно женщин, вообще, я вам скажу, что, ну так, в двух словах, женщина для вас должна быть женщиной с большой буквы. Ни в коем случае не какая-то снежная королева. Вам больше нравятся женщины такие теплые, душевные, домашние, может быть, да, не те, которые будут зависать где-то по подружкам, там, ночным клубам, либо еще где-то. Гуляка вам точно не нужна. Вам важна даже, знаете, не столько хозяйка в доме, потому что вы сами, в общем-то, довольно неплохо справляетесь, вы такой человек хозяйственный. Ну, как помощь, конечно, да, женская рука должна быть в доме, но для вас это абсолютно не в приоритете. Вам важно, чтобы женщина давала вам то тепло, ту заботу, уют какой-то, да, вот ощущение, что ты нужен, ты любим. Вот этого вам очень не хватает. А те борщи, пироги, в принципе, для вас не в приоритете, хотя, да, покушать вы любите, это однозначно. Кто-то из вас уже такой довольно неплохой животик отрастил, признавайтесь, у кого есть животик. Поэтому для вас важна душевность женщины. Вот какая она настоящая, да? Не притворная, не актриса, вот которые вам раньше попадались, а вот именно ее душа для вас важна. Итак, давайте-ка смотреть ближе к раскладу, кто же хочет к вам проявиться, но боится. Как всегда, я буду называть разные ситуации, а вы уже переворачивайте, кому что подходит. Итак, кто к вам хочет проявиться? Нам сразу показан какой-то мужчина. Возможно, мужчина может быть связан с формой, с армией, да? Либо же иметь такой довольно жесткий характер, армейский. Может быть такой непреклонный, может быть эмоционально холодный, может казаться жестковатый. Хотя душа у него настолько такая чувствительная и ранимая, что он держит, мне кажется, свои чувства, настоящие эмоции он держит всегда за 7 замками. Его могут побаиваться люди, потому что может быть такая, знаете, брутальная внешность. Ну, то есть довольно серьезный человек во всех смыслах этого слова. Может проиграться либо одинокий это мужчина, может вдовец проиграться, да, человек, который находится далеко от вас. С чем проявится, чем вы были связаны. Смотрите, здесь показано, здесь, скорее всего, вас связывали либо же рабочие, финансовые какие-то отношения, может быть, были по работе как-то связаны, может быть, это ваш какой-то финансовый партнер, да, может быть, вы одалживали ему деньги, либо же он вам одалживал деньги, но здесь однозначно между вами произошел конфликт. Причем конфликт до такой степени сильный, разрушительный, что вы, наверное, уже даже не думаете, что можно что-то вернуть. Хотя иногда могут у вас кошки скрести на душе, да, потому что когда-то вы были очень в классных отношениях. Вы сами иногда, может быть, даже порывались написать человеку. Вы могли писать сообщение и тут же стирать его. Вы могли брать телефон, позвонить и тут же ложить трубку.
Ну, то есть у вас тоже притяжение есть, потому что, опять же, здесь и время лечит, и вам бы хотелось возобновить. Если это друг был, да, то эту дружескую связь, но как-то вот то ли гордость не дает, да, вот вы считаете, что вы правы, да, у вас своя правда, поэтому, ну, вы взвешиваете, вы считаете, что это он должен проявиться, этот человек, что вина абсолютно на его стороне, и это справедливо. Человек этот проявится к вам, он хочет проявиться, но это будет чуть попозже, не самое ближайшее время, потому что, в принципе, он осознал, да, и то, что он был неправ, он осознал все свои какие-то косяки, да, если он где-то там в чем-то схитрил, он это сам перед собой тоже признал. Но вот единственное, не хватает смелости духа проявиться, но он это сделает, и у вас наладится общение. Это будет не мгновенное такое, знаете, что проявился и все, мы такие дружбаны, как были и раньше. Это будет скорее такой постепенный вход в общение, да. Если это были такие, ну, длительные какие-то ваши там дружба, либо взаимоотношения, то вам будет проще помириться, потому что ну, здесь много воспоминаний, здесь много чего вспомнить, да, вот, а помнишь, как мы с тобой, а помнишь, как ты там, а помнишь, как я, ну, вот в таком плане, то вот как-то и ваша злость спадет, и этот человек, ну, настроен уже действительно на проявление, на коммуникацию с вами, на взаимоотношения. Дальше давайте смотреть, кто же еще хочет к вам проявиться. Так, кто же хочет проявиться? Человек с дороги. Опять же, это может быть как мужчина, так и женщина. Человек находится, может быть, у кого-то за границей. Да, это могут быть и родственники. Опять же, это друзья какие-то, знакомые, с которыми вы давно не виделись. По каким-то причинам вас, причем судьба так развела достаточно сильно. Вы можете быть в разных странах, вы можете быть в разных городах. Но по каким-то вот именно внешним причинам человек как будто был ограничен. У кого-то может проиграться, что юридически, как-то, может быть, документально, либо вы, либо человек ограничен, и вы не могли, может быть, я не знаю, ну там, грубо говоря, визу вам не оформляли долго, либо еще какая-то загвоздка в каких-то документах, да, вот каких-то вот именно юридических, в документальных таких проблемах. Но когда это все решится, да, то вот встреча произойдет, и человек вам проявится. Здесь может быть и сын, и отец. Здесь может быть действительно ваш друг. Здесь может быть какой-то другой родственник. Там у кого-то может быть дедушка даже проиграется, да, с которым вы давно не виделись. Но здесь будет очень такая теплая встреча, потому что вас реально связывает вот именно, ну, скорее, может быть, даже у многих проиграются. Это какие-то либо родственные, либо же, ну, настолько близкие, теплые отношения, что, ну, можно сказать, что, ну, как родственники просто, да, вот настолько вам хочется уже, ну, именно реальной встречи, потому что вы можете общаться там по интернету, по перепискам, по звонкам. Но это немножко не то, и человек вам проявится, причем здесь будет, может быть, даже с проявлением связана какая-то, опять же, ситуация связана с оформлением каких-то документов. Смотрите, к примеру привожу, чтобы было понятно. Может быть, человек приедет, либо вы туда поедете, да, чтобы оформить какие-то документы, может быть, переоформить, да, ну, то есть, опять же, нам показано что-то нотариальное, юридическое, может быть, в судебном порядке что-то будет решаться. Напишите, ребят, у кого резонирует. Далее, кто еще хочет к вам проявиться, но боится. Но это ситуация, которая только что была, да, здесь человек не боится, здесь просто вот нам показали, что человек хочет проявиться. А здесь уже любовная любовь. Мы здесь кто? Здесь женщина, которая когда-то была для вас важной, ценной, но сейчас вы не вместе. Это может быть кризис, это могут быть даже отношения, но вы разошлись, да, либо же на паузе. Это может быть бывшая, потому что когда-то эта женщина была для вас безумно ценной, безумно важной. Но сейчас либо вы, либо она закрылась. Здесь идет разочарование в этой женщине, да? Но в этом разочаровании вот она как будто понимает свои ошибки, да. Неважно, это были любовные отношения, либо же ваша жена, да, бывшая.
Здесь женщина как будто пересмотрит свое поведение, она придет, с чем придет? С тем, чтобы помириться, с тем, чтобы наладить ваши отношения, да. Она придет с тем, чтобы вернуть вашу любовь, потому что любовь, в общем-то, жива. И как бы вы, может быть, даже кто-то не пытались сами себя обманывать, но у вас сохранились чувства, да? Поэтому у кого резонирует, ребят, вы можете сколько угодно себя обманывать, да, как-то уговаривать, но здесь есть чувства, и вы готовы вкладываться даже финансово в эти отношения. Вы готовы не то, что вернуть, вы просто как будто, знаете, ну, однозначно. Вам хочется даже начать, и причем у вас это получится начать с чистого листа. Это будет касаться тех ребят, кто хочет, может быть, ну, действительно склеить отношения, потому что такие среди вас тоже есть. Но для вас важно, чтобы вот именно был какой-то баланс в отношениях. Нам показано, что раньше вы вкладывались больше. Женщина либо же была принимающая сторона, либо же как-то вот она это принимала как, ну, просто как должное. Она могла вкладываться, но это было абсолютно неравнозначный вклад, неравнозначный обмен в отношениях. Поэтому для вас важно, да, для вас очень болезненны некоторые воспоминания, которые были связаны с ней, причем у кого-то может проиграться, что это была измена. Вы даже готовы, кто-то, ребята, для меня это шок, конечно, я такого, ну, я не понимаю. Но кто-то из вас даже точно готов простить измену. Ну, допустим, я бы такого не прощала, но это личное дело каждого. Но, в общем-то, знаете, вот по дьяволу, что нам показывает, вы как будто, ну реально, я не скажу, что вы прям приворожены, хотя у кого-то, кстати, может проиграться, что вот магия, да, как я уже говорила, здесь сам дьявол вас тянет к этой женщине. Вы можете отбрыкиваться, отнекиваться, да, но вас тянет. Вот от дьявола очень тяжело спастись, да, потому что, ну, это как наваждение. С одной стороны, если у вас был, допустим, какой-то прецедент, да, с изменой, с болью, со страданиями, а по десятке мечей это 100% была ситуация, которая вас просто добила и морально, и, может быть, даже физически добила, потому что плохо было, тяжело, может быть, даже в болезнь какую-то перешло. Я уже не говорю про стрессы, но тем не менее, вот дьявол вас тянет к этой женщине, у вас будет такая возможность. Решать будете вы. Таро всегда, ребят, смотрите, Таро говорит нам, как может быть. Но если вы поступите иначе, все сложится иначе, понимаете? Поэтому вы можете, вот кто хочет, вернуть отношения, женщина будет к вам проявляться, да, она будет проявляться с тем, чтобы вернуть, она переосмыслила, она переварила вот эти все свои косяки, да, но здесь последнее слово будет за вами. Вы хотите, чтобы все было по-честному. Это будет скорее либо же такой серьезный разговор про то, как мы будем жить дальше, что мы будем делать, как мы будем вкладываться, да, потому что вы не готовы больше вкладываться так, как это раньше было. Поэтому, мои золотые, в общем-то, те, которые еще хотят все вернуть, у вас будет большой-большой шанс. Ну, давайте еще напоследочек, сейчас еще немножечко, да. Кто еще хочет проявиться, но боится? Это влюбленная женщина, которая где-то возле вас обитает. Может быть, вы кто-то с ней общаетесь по-дружески. Это может быть переписка. Но она боится показать свои чувства. Почему ты боишься показать свои чувства? У нее еще внутренние страхи и опасения, потому что в прежних отношениях она слишком много проявлялась, слишком много вкладывалась, это не оценилось. Поэтому не хочет наступить на те же грабли, хочет, чтобы больше вкладывались вы, хочет, чтобы вы ее заметили, хочет, чтобы вы протянули первую руку, да. Я не имею в виду, чтобы вкладывались там сразу, ее золотом, бриллиантами заваливали. Вот вы ей очень симпатичны, она бы хотела с вами попробовать построить отношения, но опасается, да, потому что вот прежняя ее история,
она очень четко сейчас отображается на ее внутреннем состоянии, поэтому она взвешивает все за и против. Да, у кого-то может проиграться, что она проявится, да, но вот она побаивается наступить на те же грабли. Женщина чуть помоложе вас, может быть светловолосая, но не обязательно, это общий расклад. Ну, в общем-то, здесь есть перспективы. Шанс дается. Вот Таро, да, Вселенная дает вам шанс построить отношения с этой женщиной. Смотрите, да, вот она обязательно какой-то знак вам подаст. То есть, ну, это обычные женские штучки могут быть. Там флирт, улыбки, там еще какие-то закидоны. Обращайте внимание, потому что женщина хотела бы проявиться, но она боится, она ждет инициативы от вас. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!